Приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Glassnode на этой неделе выкатил свое новое обновление по состоянию рынка криптовалют. Давайте его рассмотрим и после этого посмотрим, как прошел первый месяц 2022 года. Глянем несколько графиков и интересные новости крипты. В прошлый раз была рассмотрена динамика предложения и прибыльности сети, которые давали сигналы на начало медвежьего рынка. Сейчас больше уделено внимания на оценку спроса для того, чтобы понять, достигнуто ли дно, либо нам еще лететь ниже. В 2021 году объемы торгов на фьючерсных рынках падали на более чем 50%, с 80 до 40 миллиардов долларов в день. И на нашем последнем падении до 33 тысяч появились большие объемы, которые были почти 60 миллионов долларов в день. Однако даже при относительно низких объемах торгов открытый интерес к фьючерсам остается значительно повышенным и колеблется около 1,3%, что является исторически высоким показателем и часто является предвестником события сокращения доли заемных средств. Открытый интерес на фьючерсных рынках увеличился на 1,9% от рыночной капитализации, что является средним значением. И это дает понять, что большинство текущих фьючерсных кредитов принадлежит трейдерам бессрочных контрактов, которых, кстати, большинство на Binance торгует. Ставки финансирования могут показать приоритет направления движения рынка. И в нашем случае ставки были отрицательными на протяжении большей части января, что указывает на существование умеренного шортового настроения. Аналогичный негатив наблюдается на рынках опционов. Соотношение put-call выросло до 59%, что является многомесячным максимумом. Это указывает на то, что трейдеры переключили свои предпочтения с колов и предпочитают страховаться от падения, даже тогда, когда рынок торгуется у 6-месячных минимумов. С этим наблюдаемым сдвигом от длинных к коротким позициям на рынках деривативов начали доминировать ликвидации фьючерсов именно тех же коротких позиций. Также, если анализировать ненулевые балансы кошельков, то мы видим, в зависимости от фазы рынка их количество постоянно меняется. Например, в сентябре 2017 года ближе к пику их количество постоянно росло. После того, как мы ушли в коррекцию, их количество также полетело вниз. Также было и весной 2021 года. После того, как локальный пик был пройден, количество немного уменьшилось. Сейчас же мы вновь преодолели исторический максимум и находимся на самых высоких показателях, при том, что цена идет вниз. Здесь у нас показаны кошельки размером менее 1 биткоина, так называемые креветки. И как мы видим из данного индикатора, они совсем не беспокоятся, что цена биткоина снижается. Предложение, которое находится на балансах таких кошельков, постоянно идет в рост. И сейчас мы также на исторических максимумах. И как мы видим на истории, динамика их роста останавливалась после того, как был пройден пик. В 2017 немного остановились, затем снова пошли в рост. На проливах также заметно, что динамика меняется, но не на нисходящую, как это обычно бывает на пиках, а наоборот они увеличивают предложение на своих кошельках. Так было в марте 2020 года. Также было и после коррекции в мае 2021. Процент неликвидного предложения в настоящее время достигло более 76% от всего оборота. И сейчас мы вернулись к уровням, которые наблюдались на пике 2017 года. И как с тех пор мы наблюдаем зависимость, неликвидное предложение снижалось вместе со снижением цены. Затем оно останавливалось либо росло вместе с ростом цены. Также было даже и в 2021 году. Но сейчас мы видим расхождение. Цена идет вниз, а неликвидное предложение продолжает увеличиваться. Входящие и нисходящие потоки на все биржи. На последнем росте в ближайшие дни мы видели очень большой отток с бирж. Выводили со скоростью 45-59 тысяч биткоинов в месяц. И это совпало с увеличением неликвидного предложения, примерно 51 тысяча биткоинов, что указывает на то, что некоторая часть этих монет, которые были сняты с биржи, могли быть перемещены в более надежное место – холодные кошельки. В результате этого общие валютные резервы снизились до многолетних минимумов и достигли 13,27% оборотной массы. И стоит отметить, что это совсем другое поведение. Не такое, как было на коррекции 2021 года в июле. Хотя и там было снижение около 50% от пика. После того, как в 2021 году началась коррекция, приток на бирже составлял около 164 тысяч биткоинов. И это было параллельно со снижением неликвидного предложения. На этой же просадке, наоборот, резервы биткоина на биржах сокращались, и было выведено почти 43 тысячи битков. И неликвидное предложение в это время увеличивалось. Это может говорить о том, что гораздо меньше монет сейчас тратится и продается в страхе, чем это было на прошлой
серьезной коррекции. Пик 2017 года был отмечен взрывом объемов расчетов, который превышал 10 миллиардов долларов в день. После этого, конечно же, последовал такой же невероятный спад до 2 миллиардов долларов в день. С октября 2020 года рынок по данному показателю очень сильно изменился. Во время просадок лета 2021 года и текущей просадки, которые обе составляли более 50%, объемы расчетов значительно снизились по сравнению с пиковыми значениями. Однако минимальное значение продолжило расти даже во время медвежьих трендов. Это говорит о более устойчивой и даже растущей полезности биткоина по мере увеличения рыночной капитализации. Состав этих объемов расчетов также очень сильно изменился с октября 2020 года. Изменения произошли от транзакций, так называемых розничных, менее 100 тысяч долларов, к транзакциям и сделкам с высокой стоимостью. Их можно назвать институциональными. Это более 1 миллиона долларов. На данный момент транзакции размером более 10 миллионов долларов составляют 45% расчетного объема, в то время как суммы более 1 миллиона долларов преобладают над 70%. Эти операции большого размера сохранили такую же тенденцию доминирования в течение всего 2021 года и по сути достигли своего пика в ходе текущей коррекции. И если построить модель подразумеваемого ценообразования с использованием коэффициента NVT, который сопоставляет объем сетевых расчетов с подразумеваемой ценой, рыночная цена в настоящее время торгуется между более быстрой 28-дневной зеленой линией и более медленной 90-дневной розовой линией, что говорит о том, что в настоящее время цена находится в зоне справедливой стоимости. И как мы видим на индикаторе, данная цена в большей степени является хорошей точкой входа для покупок в лонг. Предыдущий случай, когда объемы расчетов были такими высокими по сравнению с рыночной капитализацией, это было перед сильными бычьими импульсами. И если подытоживать, то в прошлый раз они исследовали динамику предложения и определили, что она характерна для большинства исторически медвежьих рынков биткоинов. На этой неделе немного переключили внимание, чтобы изучить спрос, который показывает заметную разницу между текущей структурой рынка и самым последним медвежьим периодом в мае-июле 2021 года. Хотя и там падение было около 50%, в нашем же случае видно, как преобладает большой и стойкий класс холдеров, который находится в режиме накопления и пока не планирует продавать. Объемы расчетов сети снизились по сравнению с пиками рынка, однако растут по сравнению с рыночной оценкой, что показывает, что цена все-таки ближе к справедливой стоимости, чем к пику. Однако рынки деривативов, похоже, делают ставку на дальнейшее снижение. Вчера, 31 января, вышел еще один отчет от CoinShares, управляющих активами, и вот что они пишут. Был получен приток на 19 миллионов долларов, то есть биток продолжают заводить, и инвестиции в него продолжаются на этом падении. Хоть он относительно и небольшой, но то, что это плюс, а не минус, уже дает позитив. Приток за вторую неделю составлял 22 миллиона долларов. Но не все так хорошо, эфириум, например, не собираются заводить и продолжаются выводы. Но если смотреть фонды с несколькими активами, то там также заметна положительная динамика. На прошлой неделе был приток в 32 миллиона. Из этого можно сделать вывод, что интерес крупных игроков не пропал, и они предпочитают вкладываться в более фундаментальные монеты, такие как биткоин. Январь у нас закончился, зафиксирован очередной минусовой месяц, почти минус 17% за 31 день. Чуть хуже было в декабре, но лучше было в ноябре. Последний хороший рост мы видели в октябре, плюс 40%. И это был исторически один из лучших дней. За всю историю всего было 2 минусовых месяца. Аналогичную статистику мы можем увидеть и на анализе февраля. За всю историю биткоина минусовыми были только февраль 14 и февраль 20. Все остальные месяцы показывали плюс. Поэтому после трехмесячного падения цены биткоина, думаю, февраль нам покажет хотя бы небольшой, но плюс. Если смотреть работу разработчиков, то за последние 30 дней наибольшая активность была на Uniswap, Genesis, Status, MetaMask, Cosmos, Decentraland и Trust Wallet. Именно разработчики этих проектов проявляли наибольшую активность по версии данного топа. Однако есть еще и вот такая статистика. Здесь есть совпадения, но есть и небольшие различия. Здесь за 30 дней отмечены разработчики также Uniswap, затем Solana, Cardano, Genesis, Polkadot, Kusama, Flow, Ethereum и Chainlink. Думаю, если соотнести топ здесь и топ там, то можно сделать вывод, что объективная активность идет на Uniswap, Genesis. Эти проекты есть
в обоих топах. И если же глянуть на лидеров роста и падения за месяц, то мы видим, что наибольший рост 16,7% за январь показала монета Osmosis. Никогда ее не торговал и пока не планирую, потому что ее даже нет на самых популярных биржах. Наибольшее падение показала монета Gala 54,5%. Однако если смотреть ее график, то здесь видим потенциал на разворот. После такого большого и продолжительного падения появились неплохие объемы. Пришли к неплохому уровню поддержки. В прошлый раз мы тестировали в самом начале истории данной монеты снизу вверх. Теперь идет тест сверху вниз. И вполне вероятно отсюда может быть отскок наверх. Как минимум вот к этой 200-й скользящей средней, а это около 40%. Вход по данной монете здесь неплохой, можно брать с текущих и расставлять лимитники, и стоп вот за начало импульса. Вполне здесь может случиться разворот и поход наверх на более высокие уровни. Глобально это предыдущий пик. Первая же целевая зона находится вот на этих уровнях. Здесь неплохой уровень поддержки и сопротивления, проторговка, скользяшка 200 здесь же будет находиться в скором времени. Это уровень в районе 0.28-0.3. Смотрим дальше. Индекс страха и жадности у нас под конец месяца выбрался из экстремального страха. Сегодня цифра 26, обычный страх, но все-таки находимся на низких значениях. Вот здесь это видно наглядно. На всех коррекциях мы находимся в такой оранжевой красной зоне. По-прежнему здесь же и находимся. Даже на последнем росте мы из него не выбрались. Также наблюдаем вот за таким показателем. FOMO снова вернулись в зону паники. Не до конца мы еще пострадали и паниковать пока заканчивать рано. Несмотря на рост, настроение все еще такие больше в негатив. Хотя на любом отскоке происходят позитивные изменения данных показателей. Закончили январь, но так и не ушли из зоны дешевого биткоина по индикатору Bitcoin Rainbow Price Chart. Как мы видим, в 2013 году, когда было два пика, также мы приближались вплотную к зоне аккумуляции, но его не пробивали. Касались только дешевого биткоина. Также случилось и сейчас, пока мы не заходили в данный диапазон. По данному индикатору также это неплохие зоны для покупки. Естественно, на долгий срок. Если смотреть индекс альтсезона, чем у нас он порадует в конце января, начале февраля. Достаточно забавный был запрос в зону альтсезона, но после этого грохнулись так сильно, что вот это посещение зоны альтсезона выглядело каким-то издевательством. На данный момент цифра 41, и альты только-только начинают еще отрастать. Интерес к биткоину в Гугле. Google тренды находится на уровне 39. Радует, что данный показатель направлен наверх, и мы вышли из такой проторговки. Можно сказать, за последние дни интерес выше среднего. Что у нас с установкой банкоматов? После того, как пик был в августе, мы то снижались, то увеличивались, и на данный момент январь у нас закрылся достаточно плохо. Данный график у нас немного совпадает с ценовыми значениями, когда цена идет вниз и количество банкоматов также вниз. И мы видим, что после небольшого превышения в декабре, в январе установили еще меньше банкоматов, и план на январь практически в 2 раза ниже. Так что по данному показателю пока позитива нет. Зато есть позитив вот по этим значениям. Обновилась информация о том, какие позиции открывают на Чикагской бирже. Крупные игроки на 25 января зафиксировали изменения в увеличении лонгов и сокращении шортов, а мелкие игроки наоборот больше увеличивали шорты и немного лонги. То есть заметно соотношение. Мелкие игроки склоняются к шортам, крупные игроки к лонгам, причем так существенно. Третий топовый кошелек продолжает покупать, и 1 числа нового месяца, 1 февраля, купил 207 биткоинов. Продаж давно уже не было, продолжают откупать это падение. В прошлый раз это было достаточно эффективно. Да и на истории видим, что на этом кошельке постоянно скупаются проливы, и он оказывается прав. Однако же, если смотреть количество кошельков с балансом более 1000, здесь произошло падение, их количество немного снизилось на данном росте. Оно не критичное, но факт остается фактом, их стало меньше. С балансом в 100 биткоинов такая же история, их стало меньше, зафиксировано падение. Давайте глянем еще несколько новостей. В прошлом ролике я рассказывал про биткоин-биржу Binance, которая очень хочет сотрудничать с правительством России. Вполне вероятно будет выдавать по первому запросу все личные данные россиян. Так вот, провели опрос этих бирж и посмотрим, кто еще согласен. Пишет, что криптовалютные площадки в целом не возражают против регулирования, предложенного российским правительством. Это имеется в виду дорожная карта, которую я показывал в прошлом видосе. Естественно, Binance будет впереди всех бежать и сотрудничать. Huobi также не против.
надеются на открытый диалог. Биржа AAX, хоть они пока и не планируют открывать в России офис, однако начнут работу в этом направлении. Как говорится, в полку тех, кто у вас будет сдавать, прибыло. И на самом деле таких бирж, которые не будут это делать, достаточно мало. Если нужна уверенность о том, что никто не будет ничего выдавать, так просто храните на холодных кошельках. Если пользуетесь биржами, то скорее всего 99%, что слив информации будет по запросу любого регулятора, и не только из России. Давайте еще посмотрим несколько монет. Монету Mana хотел глянуть, и ее, кстати, сегодня Grayscale закупали, все остальное продавали, а вот Ману они прикупили в очередной раз. Давайте посмотрим, что у нас здесь на графике с ней. Пришли к хорошему уровню, на дневке отскочили от скользяшки средней 200-ки, очень это похоже на заходной импульс. Если смотреть на 4 часах, то мы пришли практически к пику предполагаемой волны 1 более старшего порядка. По структуре также прослеживается трехволновое движение, и глобально здесь цель на уровне предыдущего пика по-прежнему в районе 5-6 долларов. Рост объемов, рост индикатора, никаких диверов. Пробили эту скользяшку, торгуемся сейчас над ней. Если рассматривать какие-то торговые решения конкретные, то так как здесь происходит закрепление, можно взять немного прямо отсюда, расставить лимитники и стоп вот за основание начала этого движения. Повторю, перспектива здесь по движению достаточно неплохая, плюс уровни для разворота и факторы для разворота неплохие. Галу мы посмотрели, биткоин. По биткоину здесь, кто смотрит мои видео, и так знает мое мнение, но давайте на более мелких таймфреймах еще посмотрим. На часовике. Так, вот это можно удалить, чтобы не мешалось. Предположительно для меня здесь был заходной импульс, коррекционное движение, и на выходных я купил вот здесь на тесте данный скользящий средний, оставил, конечно же, немного на откуп падения в случае этого, но этого не произошло, пошли наверх, что не радует. Это отсутствие какого-то большого всплеска объемов, и сейчас важно последить вот за этим уровнем, который мы в прошлый раз тестировали на росте. В случае его пробива открывается хорошая перспектива для движения на 42 тысячи. Пока здесь для меня как локально, так и глобально в приоритете покупки. Что же касается эфириума. Эфириум я особо не разбираю, потому что здесь у нас аналогичное движение, как и по биткоину. Также была третья волна, сейчас находимся в большой коррекции. Четвертой волне, также ло еще не пробили, здесь все аналогично. Рост объемов, рост индикатора локально, здесь также в приоритете продолжение роста как локально, так и глобально. И естественно все со стопами. Если же говорить о Ripple, тоже давно его не смотрел, давайте глянем сегодня. И здесь структура по-прежнему жива, стоп у нас находится вот за этим лоем, мы его еще не пробили, поэтому здесь структура по-прежнему валидна, и здесь нечего даже обновлять, все по прошлому прогнозу. Первая зона, предыдущий пик на уровне 1.39, 1.38. Расчетная зона немного снизилась до 1.75-76 на уровне предыдущих вот этих вот пиков, которые были в апреле. И если же смотреть локально, Ripple, здесь также был неплохой прострел наверх, коррекция в 3 волны. Если брать Ripple с текущих, то стоп вот за эти лои. Здесь также цена себя неплохо показывает на факт возможного разворота. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!